давайте посмотрим каюту Ocean View на корабле Royal Caribbean Radiance of the Seas. Вот так вот выглядит каюта, как заходите. То есть коридорчик, такие вот двери с глазком. Здесь у нас идут шкафчики. Очень удобно, кстати, раскладывать различную мелочь. Не на всех кораблях есть доступные пространства, чтобы вот как раз на круиз, особенно длительный, разложить какие-то вещи. Поэтому полочки, они очень важны. Здесь вот вам показал одни полочки. Здесь вот такой вот для одежды и чемоданы, когда принесут, вот они здесь чемоданы встанут. То есть можно и одежду поставить, и чемодан. Но на крайний случай чемодан можно положить и под кровать. Там есть пространство под кроватью. И в принципе туда можно задвигать чемоданы. Если кто не знал, чтобы они не занимали место в номере. Вот такое вот у нас помещение. Здесь два крючочка, можно что-то повешать. Вот такая вот у нас рабочий стол, небольшой столик. Раз, два, три, четыре розетки. То есть для подключения две лампы и центральное зеркало и два боковых зеркала. Это все вот открывается, полочка. То есть если вот сам пианино убрать в сторонку, то в принципе мы увидим вот такие полочки. Тоже какую-то косметику поставить. И во втором зеркале то же самое. Вот телевизор есть. Еще вот здесь две таких полочки. Сейф в обязательном порядке на каждом корабле. Обращаю внимание, этот номер сдвоенный. То есть есть такие номера, когда можно купить две каюты и вот через открытую дверь ходить. Зеркало есть прикроватное. Две тумбочки. Вон вторая тумбочка. Вот такое вот окно довольно большое. Здесь полочка. Вот такой у нас еще есть диванчик. Диван не раскладной и небольшой журнальный столик. Также есть еще одно зеркало. Вот. Номер с такими вот зеркалами. Еще центральный светильник. Есть верхняя подсветка в номере. Вот такая вот широкая кровать. То есть кровать реально достаточно широкая. Очень удобная. Шторки есть на окна. Задвигаются. Здесь тоже есть пространство, которое закрывает жалюзи. Отделяет спальную зону от остального помещения. Ну, к примеру, ребенок у вас спит здесь. Шторками вы задвинули и все закрыли. Так, естественно, тут есть холодильник небольшой. Такой вот достаточно маленький, но он типичный для всех кораблей. Есть вот полочки, салфетки, фен. Такие вот полочки с одной стороны и с другой стороны. Мусорное ведро для мусора. Ну, в общем, вот так вот выглядит каюта. Это, напоминаю, номер Ocean View на корабле компании Royal Caribbean Radiance of the Seas. Так, ну давайте посмотрим, что у нас в ванной комнате. Так, регулируемый кондиционер, конечно же. Освещение регулируемое, то есть можно свет комфортно подобрать. Ванны здесь нету. Здесь есть душ со шторкой. Такой вот стандартный с гибким унитаз. Полочка. Внизу еще одна полочка. Мусорное ведро. И зеркала. То есть два стакана. Поставить зубную щетку и какие-то еще свои вещи. Полотенца. Меняют их каждый день.
Здесь еще какие-то для развешивания вещи есть. Вот такая удобная штука есть. Сушить купальники после бассейнов, джакузи, либо пляжного отдыха. В общем, такой вот номер получается у нас не совсем большой, не совсем маленький. Еще вот эти есть крючочки, на которых что-то можно развешивать. Еще раз напомню, у меня опыта примерно 50 дней в круизе. Я только на одном Royal Caribbean платиновый статус. Это больше 30 дней с одной компанией провел в море. То есть вот, получил платиновый статус. Поэтому говорю точно, очень важно, когда вы идете в круизы, вот эти все пространства небольшие, которые создадут вам комфорт. Вы сможете все разместить, что привезли, нигде не рыться, не хранить в чемоданах. Все вещи убрать в шкафы, чемоданы под кровать, либо в шкаф. Кстати, не на всех кораблях можно в шкаф убрать, там иногда бывает места нету. И спокойненько, комфортно чувствовать себя как дома с компанией Royal Caribbean. Вот еще, кстати, когда берете номера Ocean View, обычно вот здесь вот такая довольно большая полка. И здесь тоже можно размещать. Я обычно сюда тоже какие-то вещи закидываю. И мы, как говорится, оттуда их берем и назад складываем. Сейчас мы находимся в порту Форт Лодердейл. Это круизный порт Эвель Глейс, Форт Лодердейл. Вот такой вид у нас с корабля на причале. Вот это вот рампа такая, по ней идет посадка на корабль. Посадка сразу идет на 4-й этаж. Фактически. То есть корабль такой не очень большой, но не совсем мелкий. Вот так вот. Сейчас надо будет пройти безопасность. Вот. Подключиться к приложению. Пройти по безопасности все эти курсы, прийти отметиться на палубу, где у нас эвакуация. Услышите, объявления сейчас, наверное, будут. Ladies and gentlemen, if you've just joined us, welcome aboard the Radiant of the Seas. For you and any other guests who have not yet completed the mandatory guest safety briefing, we ask that you proceed directly to your assembly station at this time. We'd like to remind you that this safety briefing is mandatory for all guests, and currently we are still showing 300 of our guests still need to complete the safety briefing. Да, надо пройти брифинг по безопасности, перед этим ознакомиться с инструкциями в приложении Royal Caribbean на телефоне, и потом прийти на место, откуда происходит эвакуация, и отметиться, что вы прошли этот маршрут, вы его знаете. Ну, надеюсь, вам показал, как выглядят каюты. Напомню, что это смежная каюта Ocean View на корабле Radiance of the Seas компании Royal Caribbean. Если будут какие-то вопросы, пишите в комментариях. Постараюсь ответить. Опыт у меня круизерства очень большой. Было разных компаний, разные каюты. И внутренние маленькие без окошка, и большие сьюты. Так что могу, надеюсь, вам чем-то помочь и подсказать, если кого интересует.